Всем привет! Сегодня по просьбам моих подписчиков на канале Шерстяной хлеб, но уже на закваске. Пеку уже который раз, вообще не надоедает. И с начинками, и без начинок, бесподобное тесто, бесподобный вкус. К 100 мл горячего молока добавляю примерно 25 грамм сливочного масла. Все хорошо перемешиваю до тех пор, пока масло полностью не соединится с молоком. Жду, пока смесь не остудится до комнатной температуры. В чашу миксера выкладываем 150 грамм закваски опары. Закваску опару я ставила на ночь, созревала она у меня часов 10. Здесь у меня 30 грамм пшеничного стартера, 60 грамм пшеничной муки и 60 миллилитров воды. Стартер используйте любой, какой у вас есть в наличии, ржаной или пшеничный. Добавляю остывшую молочно-сливочную смесь. Добавляю одно куриное яйцо. У меня яйцо категории С1. Добавляю 300 грамм просеянной пшеничной муки. У меня мука первого сорта, но можно и высшего. Добавляю 5 грамм соли и 30 грамм сахара. Я замешивать тесто буду в тестомесе, но вручную его также очень легко можно замесить. Вот такое получается тесто. Нежное, мягкое, очень приятное на ощупь, к рукам практически не липнет. Тесто округляю и выкладываю в миску, смазанную растительным маслом. Миску с тестом накрываю и оставляю тесто для брожения часа на 3-4. Тесто растаивалось у меня 4 часа, увеличилось в объеме раза в 3. В процессе расстойки админки тесту я не делала, но если у вас есть желание, если у вас есть время, вы можете за время расстойки сделать тесту 1-2 админки, это ему пойдет только на пользу. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Тесто обминаю, собираю края теста к середине и придаю тесту форму шарика. Буду делить тесто на 5 равных кусочков, но сначала сделаю разметку. И далее я буду придавать хлебу ту форму, благодаря которой он и получил свое название – шерстяной хлеб. То есть буду формовать как бы клубочки с шерстяными нитками. Хлеб я буду делать с начинкой. У меня изюм и грецкие орехи, измельченные в равных пропорциях в мясорубке. Делю начинку на 5 равных частей и буду наполнять этой начинкой каждую заготовку из теста. Этот хлеб тем и хорош, его можно наполнять любой начинкой, можно вообще без начинки.
И в любом варианте это будет очень вкусно. Вот такая получилась заготовка. Сразу буду выкладывать ее в круглую форму для выпечки. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Низ я застелила пергаментом, а бока промазала сливочным маслом. Заготовка растаивалась у меня ровно 2 часа, и за это время значительно увеличилась в объеме. Перед выпечкой я смазываю заготовку молоком, можно смазать яичным желтком, можно белком. Выпекать хлеб буду в хорошо разогретой духовке до 180 градусов по Цельсию минут 30-35. Режим выпечки вверх-вниз без конвекции. В середине духовки. Вот такой получился шикарный хлебушек. Хлеб я всегда остужаю на решетке. Друзья, если вы заметили, что с моим голосом что-то не так, то прошу прощения. Я сейчас нахожусь в простудном состоянии, хотя очень стараюсь, чтобы вы этого не заметили. Берегите себя, не болейте и обязательно испеките себе такой хлеб. Он шикарный, по-другому просто не скажешь.